Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами интересной идеей заготовки универсальной для творчества из обычных салфеток. Нам понадобится пачка салфеток, самые дешевые, самые бюджетные подойдут, и мокрое полотенце. Раскладываем полотенце на столе и вот таким вот образом кладем салфетки. Я сделаю 2, можно больше. Вы кладете не стык в стык, а немножко с нахлестом. Это нужно для того, чтобы сделать имитацию лозы. Складываем салфетки вот таким образом, аккуратно, не растягивая, и вдавливая вот этот жгутик из салфеток в полотенце, вот так его прокатываем. Мы давим, но не растягиваем, потому что во влажном состоянии они еще недостаточно крепкие и могут порваться. То есть вы вдавливаете в полотенце, но не растягиваете. Образуется вот такой вот бумажный жгут. Пока он в мокром состоянии, он достаточно гибкий и легко рвется, поэтому нам его нужно просушить. Можно на батарее, можно феном попробовать, можно просто на ночь оставить. Вот и получается вот такие вот достаточно прочные, твердые палочки из бумаги. Если их еще покрыть краской или лаком, они вообще становятся достаточно твердыми, практически как дерево. Дальше нам понадобится проволока. Любая проволока. Вы можете сделать, кстати, такую заготовку любого размера. У меня есть вот такая вот, чтобы вы ее могли как-то соединить, закрутить, и при этом она держала форму. У меня не супер твердая, но она тоже вполне подходит. Так, я немножко прикручу. Формируем из нее такой круг, основу. Вот таким образом. И теперь просто будем наматывать нашу вот такую вот самодельную лозу на вот этот металлический круг из проволоки. Вот таким образом. С одной стороны и добавляем с другой. Можно оставлять хвостики торчащими. Мне так больше нравится, кстати, больше как-то натуральнее смотрится. Но можно, в принципе, выбрать направление и эти хвостики подгибать и сворачивать все вот эти вот наши жгутики в одном направлении. Можно подклеивать вот так вот клеем, чтобы не распускалось. Можно нитками обмотать, чтобы оно держалось. В принципе, тут можно суперклей, можно горячий клей, можно нитки, можно тонкой проволочкой прихватывать. Как вам удобнее, что у вас есть под рукой. Вот таким вот образом я решила оставлять вот эти краешки торчащими. Мне так больше нравится. Так, берем и поочередно наматываем. Опять же, в хаотичном порядке или в одном направлении, как вам нравится. И края фиксируем удобным вам способом. Постепенно наматывая нашу бумажную лозу на основу, мы формируем ту толщину, которая нам нравится, которая нам нужна. Можно сделать более плотный, толстенький веночек, можно сделать более тонкий, можно меньшего размера, можно большего. То есть как вам нравится, что вам больше подходит. Делается это достаточно быстро, просто, не требует каких-то специальных умений. Если у вас где-то, вот видите, немножко надломился у меня
жгутик, я его подклеиваю просто и все. После окрашивания я решила окрашивать уже тогда, когда намотаю на основу, но можно их покрасить и покрыть лаком до того, как вы их будете наматывать на основу. После окрашивания они становятся еще более прочными. Ну а лак уже окончательно зафиксирует и сохранит ваше изделие. Я использовала пол пачки салфеток. Вот у меня получился вот такой толщины. Его можно красить любой акриловой краской. Можно даже гуашь попробовать. Можно из аэрозольного баллончика окрасить. Золотой, в серебристый цвет. Какой угодно. Они могут быть любого цвета, который вам нравится. Вот золотой я попробовала. Вот серебряный. И дальше такие веночки можно или продавать как заготовки, или украшать по своему вкусу, наслаждаясь чистым творчеством. Вот посмотрите, сколько очень интересных, классных идей можно найти в интернете.